Приветствую вас, уважаемый зритель моего канала. Вы зашли сюда, потому что вас интересует мастерство ратного дела в игре Titan Quest Anniversary Edition и его дополнение Ragnarok. В этом видео я с удовольствием расскажу о нем, опишу основные нюансы, объясню некоторые моменты механики игры. Все это будет сопровождаться примерами для наилучшего понимания. Основа мастерства дает персонажу по 64 единицы силы и ловкости, а также 1280 единиц здоровья. Сама игра подсказывает, что школа направлена на нанесение физического урона. Начнем осмотр с пассивных умений. Вы, конечно же, помните, что они обозначаются в виде круга. Большинство из них действует постоянно, но есть и исключения. Основная их особенность в том, что они не требуют активации со стороны игрока. Первое умение – это мастерство владения оружием. Повышает скорость атаки и наступательную способность персонажа. Работает, если в его руке есть меч, нож, топор, булава или метательное оружие. Если взять копье, лук или посох, умение работать не будет. Размер параметров растет по мере вкладывания очков навыков и на максимальном уровне дает плюс 350 единиц наступательной способности и плюс 25 к скорости атаки. Напомню, если вы подзабыли, что максимальный уровень умения написан под каждым навыком, и еще плюс 4 очка можно добавить экипировкой. Сейчас я пока отменю вкладывание очков и покажу вам. У меня сейчас стоят наручи, превращающие в камень, который дает плюс 3 очка ко всем умениям, и броня Ахиллеса. То есть у меня сейчас собран комплект на плюс 4 очка к умению боевого искусства. Поэтому вот тут видите циферки, они выделены таким голубоватым цветом. Если бы не было увеличения навыков, вещей на увеличение навыков, они были бы черненькими. И тогда максимальный уровень был бы 6. Но с экипировкой мы достигаем настоящего максимального уровня в 10 единиц. Дальше я хочу немного рассказать о наступательной способности. Что это такое, зачем она нужна. Сейчас пойдет разбор основ механики игры. Если вам, уважаемый зритель, это не интересно, вы можете промотать до следующего пункта. Специально для этого временная шкала разбита на блоки для вашего удобства. Таких вставок с механикой будет несколько. Они помогают лучше понять игру, но знать о них не обязательно. В любом случае, в начале каждой вставки я буду о ней предупреждать. В этой игре каждый персонаж имеет наступательную и оборонительную способности. Они нужны для определения шанса попасть по противнику в ближнем бою, шанс нанести ему увеличенный урон и его размер. Для этого игра вычисляет разницу между наступательной способностью атакующего и оборонительной способностью его противника. Именно эта разница и учитывается в расчетах. Формулу расчета я здесь приводить не буду, эта область еще исследуется и нюансов в ней много. Расскажу только о некоторых выводах и наблюдениях. Чтобы попадать по противнику с хорошим шансом увеличенного урона, который еще называют критическим, нужно увеличивать наступательную способность своего персонажа и снижать оборонительную способность его противника. Логично, не правда ли? Также это правило действует и в обратном направлении, на самого героя. Чтобы не получать критов от противника, нужно уменьшить разницу между своей оборонительной и его наступательной способностью. Все это считается только для оружия ближнего боя. Луки, посохи и метательное оружие критов не наносят и попадают всегда. Но тут есть такой нюанс, как уклонение. Это отдельная характеристика, которая никак не зависит от наступательной и оборонительной способности персонажа. Она указывает, с каким шансом персонаж может уклониться от атаки ближнего или дальнего боя. Эту характеристику дают умения персонажа и некоторые вещи в игре.
примеру, у меня сейчас на наручах, как вы видите, 9% шанс уклониться от атаки. И на щите 8% шанс. Вместе они дают 17% шанс уклониться от атаки ближнего боя. Наступательная и оборонительная способность повышается ловкостью, некоторыми умениями и экипировкой. К примеру, у меня сейчас наступательная способность 636. Я сниму броню, и наступательная способность теперь равна ловкости. Сейчас немножко увеличим ловкость. И увеличилась наступательная и оборонительная способности. Сейчас все это покажу, как работает на примерах. Начнем сначала с наступательной способности. Она у нас сейчас небольшая, мы ее сейчас поменьше сделаем. Все, ниже ловкости мы ее не поставим. И попробуем в бою, как это будет выглядеть. Сейчас вот тут отловим одного. Вот, отлично. Начинаем его бить. Как вы видите, далеко не каждый удар попадает по противнику. Критических ударов вообще не наносится. Теперь попробуем увеличить наступательную способность. Чуть выше стало. При помощи экипировки и умений. Так, и вот здесь немножко. Наступательная способность 1145. Смотрим. Уже пошли криты, попадает каждый раз. Критов достаточно много. Я специально взял оружие с нормы с очень небольшим уроном, чтобы четко было видно, как работает умение и наступательная способность. Потому что если бы враги улетали от одного удара, вы бы ничего не увидели. Вот так работает наступательная способность. Теперь перейдем к оборонительной. Рассмотрим другой пример. По прежней схеме уменьшаем оборонительную способность персонажа. Снимаем все вещи, которые ему дают к ней прибавку. Так, значение 645. А ловкость 486. Значит, где-то еще есть умение. Так, сейчас снимем здесь. Отлично. И бежим на берег. Так, здесь крабиков я уже победил. Где-то вот тут должны быть. Ага, вот они. И смотрите, что происходит. Персонаж только криты получает. Даже бутылки здоровья ему не помогают. Возвращаемся на пляж. И повысим нашу оборонительную способность. Вернем все вещи назад. Теперь оборонительная способность 1068. В принципе, достаточно. Вот и наши крабики. Как видите, теперь урона наносится гораздо меньше, критов нет. Сейчас могилку заберем. Я могу спокойно возле них бегать. Но иногда нужно пить бутылочки. Видите, как работает оборонительная способность. Возвращаемся к школе мастерства ратного дела. И после мастерства владения оружием
Выше видим целую ветку пассивных навыков. Эти умения направлены на нанесение урона. Вложив 1 очко в первое умение ветки, персонаж сможет взять в левую руку еще одно оружие вместо щита, а также получит 10 единиц бонусного урона при срабатывании умения. Вы правильно расслышали последнюю фразу. Дело в том, что хоть умение и пассивное, но у него есть шанс срабатывания. И по мере вкладывания очков, этот шанс увеличивается до 30%. Вот как это выглядит в игре. Герой бьет сначала правой рукой, потом левой по одной цели. Я специально замедлил видео в 2 раза, чтобы это было видно. Когда умение не срабатывает, персонаж бьет одной рукой с равным шансом удара для каждой. Таким образом, при максимальной раскачке умения из 1000 атак 300 будет двумя руками, 350 правой и 350 левой. Сразу оговорю, что шанс срабатывания игра определяет сама перед атакой. Как она это делает, пока есть только предположение. Но при большой выборке ударов получаются именно такие цифры с небольшим разбросом в 3%. Снова открываем таблицу умений. И следующий навык — рассечение. Персонаж бьет двумя клинками по одному противнику с увеличенным физическим уроном. Шанс срабатывания 15%. В игре это выглядит следующим образом. Герой подпрыгивает и бьет сверху двумя руками одновременно по одному противнику. К расчету урона от каждого оружия добавляется модификатор плюс 50% к физическому урону. Про него я расскажу чуть позже. Увеличенный урон доступен при вкладывании 1 очка. Дальнейшее повышение уровня навыка только увеличивает шанс его срабатывания. При полной прокачке этих двух навыков из 1000 атак 300 будут двойными, 150 двойными с увеличенным уроном от рассечения и по 275 по отдельности левой и правой рукой. Видите, уважаемый зритель, что количество ударов одной рукой немного уменьшилось. Дело в том, что все умения этой ветки связаны между собой и взаимно исключают друг друга. То есть если сработал один навык, то другие не срабатывают, что в принципе логично. И в то же время повышается шанс ударить двумя руками, с разными бонусами. Сейчас небольшое отступление, где я расскажу механику игры при расчете урона от оружия и что дает модификатор плюс 50% физического урона. Рассмотрим разные виды оружия в игре. Есть посохи, они наносят стихийный урон. О них мы поговорим в следующих роликах. Есть оружие дальнего боя, это луки и метательное. В ближнем бою можно использовать мечи, ножи, топоры, копья, палицы. На каждом из них в описании показан их базовый урон, а также процент проникающего урона, скорость атаки и дополнительные бонусы. Так вот, тот урон, что написан на оружии, это общий. Он делится на физический и проникающий. Процент второго написан на каждом оружии. К примеру, меч наносит 137-145 единиц урона, основного урона. 15% из них считается проникающим, оставшиеся 85% физическим. При атаке этим мечом игра будет считать 20-22 единиц проникающим уроном, который увеличивается ловкостью, и 117-123 физическим, который увеличивает сила. Получается, что с одного меча персонаж наносит 2 типа урона. Про проникающий урон я расскажу подробнее в одном из следующих роликов про школу охоты или тени. А здесь пойдет разговор о физическом. Давайте посмотрим, как игра его считает. Возьмем топор Ласка Персифоны с базовым уроном 210-222 единиц. На нем не указан процент проникающего. Значит, весь урон считается физическим. Это особенность всех палец и топоров, ну или практически всех. Они бьют только одним типом урона.
Сначала базовый урон увеличивается модификаторами физического урона по формуле, которую вы видите в левом углу экрана. То есть базовый урон увеличивается на все модификаторы. Дальше игра пересчитывает урон с поправкой на силу персонажа по второй формуле. Чтобы стало понятнее, показываю на примере. Для удобства будем считать средний урон от топора 216 единиц, среднеарифметическое. Модификаторы физурона дает броня плюс 47% и головной убор плюс 25%. Тогда урон 1 будет выглядеть таким образом по первой формуле. Теперь уже действительно справа. Получается 216 умножить на 1 плюс 0,47 плюс 0,25, 371,5. Как видите, модификаторы я записал не в процентах, а в десятичных дробях. Затем поправка на силу. В нашем случае сила равна 1776 единиц. Подставляем значение по второй формуле и получаем урон 1763, что мы и видим на вкладке у персонажа. Теперь вернемся к умению рассечения. При срабатывании она дает модификатор плюс 50% к физическому урону. Давайте посчитаем, насколько увеличится урон при срабатывании этого умения. Итак, урон 1 увеличился за счет модификатора 0,5 и теперь составляет 479,5. Урон 2 тоже увеличился и теперь составляет 2554 единицы. Как вы видите, урон заметно увеличился. Не в 1,5 раза, как могло показаться, но все же. Далее я расскажу, какое преимущество дает оружие во второй руке. Давайте попробуем взять скипетр в пару к топору. Теперь все бонусы со второго оружия действуют на первое, а с первого на второе, кроме дополнительных единиц урона. Но в данном случае у меня их здесь нет. В нашем случае при расчете урона с обоих рук добавится плюс 18% к физическому урону со скипетра. Ну и увеличится сила персонажа. Среднее значение во вкладке теперь выросло. Она отражает средний урон с двух рук. Смотрите, если убрать топор, то средний урон от скипетра будет 2664. Если убрать скипетр, то средний урон 1763. Возвращаем все на место, и урон усредняется, но не совсем. Средняя цифра должна была быть 2214 единиц, а у нас во вкладке 2342. Это потому, что урон с первого оружия вырос за счет дополнительных бонусов со второго. Скорость атаки также усредняется. К примеру, я сейчас поставлю вместо скипетра со скоростью медленная нож со скоростью очень быстрая. Как видите, скорость атаки возросла, а средний урон уменьшился. Таким образом, можно подобрать комплект под свой стиль игры, и каждый сам решает, что ему важнее – скорость атаки или урон с оружия. Обращаю ваше внимание, что взять метательное оружие вместе с любым оружием ближнего боя не получится. Метательное оружие берется только вместе с метательным, а оружие ближнего боя только вместе с ближним. Возвращаемся к нашей школе ратного дела. Далее нас ждет следующее умение – секущий удар.
Персонаж размахивает руками почти в горизонтальной плоскости и наносит удар двум противникам перед собой. К основному урону добавляется урон от кровотечения, и по мере вкладывания очков умений растет не только шанс срабатывания самого навыка, но и урон от кровотечения. Смотрим, как это выглядит в игре. Персонаж наносит урон двумя руками по двум противникам. У каждого из них появляется небольшое красное облачко. Таким образом, игра показывает, что они получают урон от кровотечения. Угол атаки 90 градусов. При максимальной прокачке получаем 15% шанс на срабатывание умения и 260 единиц урона от кровотечения в течение 3 секунд. Этот урон базовый, он усиливается ловкостью персонажа и модификаторами соответствующего типа урона. Здесь мы на нем останавливаться не будем. Подробнее я расскажу о нем в одном из следующих роликов по школе тени. Отдельно хочу отметить, что урон от кровотечения – это длительный урон. То, что он наносится в течение 3 секунд, это значит, что 260 единиц урона нужно разделить на 3, тогда мы получим количество урона в секунду. Возвращаемся к нашей таблице умений. И последний навык в этой ветке – буйство. Персонаж бьет вокруг себя по 3 противникам обоими руками, то есть каждому по 2 удара. По ним также проходит урон от кровотечения и 1 секунда оглушения. Скажу сразу, что на боссов игры оглушение не действует. У них в основном большое сопротивление к этому. Зато действует на многих героев и мобов. В игре это работает так. Герой вертится вокруг своей оси и бьет 3 противников вокруг себя. Каждому попадает урон с 2 рук, плюс эффекты оглушения и кровотечения. На максимальном 10 уровне это 202 урона в течение 3 секунд и шанс срабатывания 15%. Итак, давайте посчитаем, какой шанс ударить 2 руками при полной прокачке ветки. 30% шанс дает первое умение и по 15% все остальные. Итого персонаж имеет 75% шанс ударить вторым оружием наравне с первым. То есть из 1000 атак 300 будут двойными с небольшой прибавкой от двойного удара, 150 двойными с увеличенным уроном от рассечения, 150 будут двойными от секущего удара и 150 от буйства. Оставшиеся 250 атак герой ударит или правой, или левой, по 125 на каждую. Еще раз повторюсь, что эти значения приблизительные для выборки в 1000 ударов и более, с небольшим разбросом в 3%. Это значит, что игра спокойно может выдать 3-4 удара одного умения подряд. И это не значит, что это умение потом не будет больше действовать. Как игра рассчитывает шанс выпадания умения, пока никто не знает. В целом, эта ветка умений значительно увеличивает урон персонажа и позволяет комфортно чувствовать себя как в толпе противников, так и в бою против одной цели. На этом ролик заканчивается. Кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А тем, кто ждет продолжения, рекомендую активировать колокольчик рядом с подпиской. И тогда вы первыми узнаете, что ролик вышел в эфир. Все вопросы и пожелания пишите в комментарии, а я пошел монтировать следующую часть. Желаю вам всего доброго и приятной игры.